Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о пуансете, этом прекрасном растении, которое радует нас своим цветением в преддверии Нового года. Начиная с конца ноября это растение появляется на прилавках магазинов чуть ли не на каждом шагу. Основная расцветка это, конечно, красная, но также можно найти розовую и белую. Если вы хотите, чтобы ваше растение после покупки цвело как можно дольше, обратите внимание не только на пышность кроны, яркость вот этих листов, но и на сами цветочки. Если цветочки на момент покупки уже распустились, то растение простоит у вас недолго. Поэтому выбирайте те растения, у которых бутончики еще закрыты. Итак, вы купили растение, оно у вас дома. Что же делать с ним дома? Растение любит повышенную влажность, поэтому если дома воздух сухой, необходимо постоянно опрыскивать листики. Полив достаточно умеренный, переливать растение не надо, но и пересушивать тоже его нельзя. На любые некомфортные условия, такие как сухой воздух, недостаточно яркое освещение, слишком скудный полив, слишком обильный полив, сквозняк, на все на это пуансетия отреагирует сбрасыванием своих листиков. Если у вас получится создать подходящие для нее условия, то пуансетия будет цвести несколько месяцев. У пуансетии нет какого-то четкого окончания периода цветения, у всех абсолютно по-разному. У кого-то она может закончить цвести уже в конце января, феврале, при этом скинуть абсолютно все листики и останутся только голые стволы. У кого-то может доцвести до апреля-мая, у всех по-разному. Если так случилось, что ваша пуансетия скинула листики уже в феврале, не надо пугаться, просто обрежьте побеги, обеспечьте растению период покоя, сократив полив. Примерно с мая месяца у растения начнут появляться новые побеги. Если с растением все в порядке, листики на месте, оно может быть еще и цветет, то можно отложить обрезку растения до мая месяца. Если вы посмотрите в магазинах, то пуансетии продают в основном с 5-6 вот такими побегами, которые в конце концов зацветают у нас. Если оставить их слишком много, то они будут слабенькие, листики будут мелкие, цветение будет достаточно невзрачным. Чем меньше побегов вы оставите, тем больше вероятность, что они будут большими и сильными. Мы сделали обрезку, оставили нужное количество побегов, прищипывать можно вплоть до августа. В августе уже начинается закладка почек. Далее, что нужно пуансетии, чтобы зацвести? Ей обязательно нужен короткий световой день. Для этого, начиная с сентября месяца, растения накрывают каким-то темным колпаком, либо помещают в какое-то темное место, так, чтобы она стояла в темноте не менее 14 часов на протяжении 8 недель. Таким образом, чтобы ваша пуансетия зацвела, необходимо выполнить два условия. Нужны новые молодые побеги, потому как цветы появляются только на них, и нужен короткий световой день. Вот два условия, при которых пуансетия будет цвести. Обрезанные веточки можно укоренить. После укоренения нужно будет срезать верхушку, за счет чего пойдут боковые побеги, как и сделано на всех растениях, которые поступают в продажу. Вот, посмотрите, был ствол, вот здесь выполнена обрезка, и по бокам пошли веточки. Пересаживают пуансетию обычно вместе с обрезкой, подкормки вносят вместе с началом нового роста. Пуансетия подвержена нападению вредителей, поэтому рекомендую сразу после покупки для профилактики обработать ее каким-то средством. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, можете поделиться своим опытом выращивания пуансетии. Желаю всем хорошего новогоднего настроения, а я прощаюсь с вами и до новых встреч!